Друзья, всем огромный привет из Турции, из Алании. Мы здесь уже отдыхаем. Ну и по традиции сегодня сниму видос, как тут сейчас, что сейчас происходит. Сейчас мы из отеля будем выбираться в город, пляж Клеопатры. В общем, походим, посмотрим, как обстоят дела в Турции. Вот. Ну и может быть потом вам еще вставочки сделаю из отеля, как все сейчас происходит, какая погодка и так далее. Ну давайте сразу с погоды тогда и начнем, что затягивать. Видос будет без монтажа, такой в лайв режиме. Погода супер, 31-32, море теплое, тоже 30-очку, вот пару дней бушевало у нас здесь, даже пирс немного разломало. Вот сейчас все, море успокоилось, уже прям купаться можно без проблем. Потому что здесь у нас в Алании плиты, ну и для отеля их вырубают, и плит нет, получается там небольшая каменистость, но это я вам подробнее потом в обзоре отеля уже покажу. Ну а мы сейчас, кто не знает, отдыхаем в отеле Quattro Family Club Dam. Все, наша машина приехала, загружаемся и едем. Ну что, 10 минут езды, 80 лир. Курс в лире сейчас 8,8. Ну где-то 700 рублей примерно. Все, и мы приехали на пляж Клеопатры. То есть начнем отсюда наше путешествие с пляжа. Пойдем в сторону крепости Алании. Так, ну что, сразу можно видеть, что люди здесь без масок сидят. И мы идем без масок. Вроде как по рекомендациям их нужно носить. Вот. Ну, что-то в последнее время все туристы по улицам ходят без масок. Поэтому мы как раз проверим, выпишут нам штраф или нет, если остановит полиция. Сейчас у нас 3:30 дня, можно сказать. Еще жаришка стоит, на солнце прям очень жарко, обязательно поставить с кепками. Вот, и мы решили немножко пройтись вот здесь вот, не по пляжу, а вдоль дороги, потому что здание и небольшая тень есть, потому что на пляже сейчас, если только идти, можно угореть хорошенько. Перед вылетом из России сам сидел, работал, слышу, по Москве 24, меня так фончиком играет, говорят, как в Турции все плохо, что все ужесточают, все меры. Но это ужесточение для местных жителей, то есть теперь, если вы передвигаетесь из города в город, то есть нужно делать паспорт, то есть между городами там внутренний переезд, внутренний перелет. Но для туристов особо ничего не поменялось. Сейчас в отель, когда вернемся, я вам досниму, как там дела обстоят, как что поменялось, что новенького, там есть о чем рассказать, кстати. Кафе и рестораны сейчас работают в обычном режиме, то есть внутри можно садиться, снаружи, как удобно, нет такого, что на вынос. Зашли, сели и покушали, где захотели. Вот у нас здесь кафе побольше уже, ресторанчики. В прошлый раз мы вот здесь сидели в этом ресторане. Кто смотрел видос. Ну что, и добро пожаловать на знаменитый пляж Клеопатры. Клеопатра Бич с золотым песочком. Смотрите, какой широкий пляж. Здесь лежаки, зонтики. То есть, если что-то в кафе покупаете, вы можете бесплатно занять себе зонтик истории. Очень большой пляж, да? Смотрите, если вы планируете сюда приехать, то есть, ну, надо погулять по пляжу Клеопатры и на гору обязательно забраться, на крепость туда. Мы высадились в середине Клеопатры, пешочком немножко по пляжу прошли. Здесь у нас такой парк идет уже с пальмами, с пихтами, облепихтами нашими любимыми. Здесь уже не так сильно течет, потому что тенек появляется. Вот, сейчас здесь пройдемся, погуляемся, а потом я буду дальше рассказывать, пока куда мы пойдем. Сегодня суббота, сегодня у турков, местных жителей, выходной, но народ что-то совсем немного. Прям вообще, вроде никакого комендантского часа нету, ничего не выводили, народ немного. Здесь стоит аппарат над солнечной батареей, кидаешь монету, и знаете, что выпадает? Кошкин и собачий корм. Вот такие вот для НАТО до животных. Слушайте, очень крутая штука, да? Бросил монетку, кошечки пришли, потом покушали. У них, видите, разделение мусора идет. Еще одна такая штучка для деток, для животных. Очень круто, прям очень гуманно. Поддерживаю. Поддерживаете? Тоже, видите, лайкоси, как всегда. Лайкосы заряжайте свои, не жалейте. Пальцы вверх. Комментарии пишите. И что поснимать еще пока мы здесь. Вот, выпуски про отель у вас скоро будут. Вот кошарик хоть с кошацей. Знаете, дальше у нас здесь фонтанита, много красивых, естественно, летом все работает, все кипит, бурлит. Почему говорю летом? Потому что сейчас у нас сентябрь. Я говорю летом, потому что сезон в Турции сентябрь, октябрь вообще самый шикарный. В октябре даже еще лучше. Цены на отели падают, погода шикарная, море
теплые, там 28-30 градусов. В общем, самый идеальный сезон это октябрь в Турции, на самом деле, вот прям вообще. Потому что когда летом жара, в июле, в августе 35 тяжело находиться, вот так вот сюда вот в такое время не приедешь, будет очень тяжко. И, кстати, вот мы были в августе, было 35, и действительно было тяжеловато. Вот все, что с 35, это вообще было очень тяжко. А сейчас вот 31-32, на самом деле очень классно, в отеле жары вообще не ощущаешь. Ну, так, то если в город куда-то выдвигаться, то лучше там после обеда, часиков 3, и чтобы до ужина вернуться. Как раз не жарко будет, потому что днем, если ехать там или с утра, до часу где-нибудь, если будете гулять, будет тяжеловато. Все равно, потому что не искупаться там где-нибудь в бассейн. Но если к морю только, да, то тогда можно. Все равно лучше во второй половине дня, так уже. Солнце помягче. Тут у нас, смотрите, волейбольные площадки, баскетбольные. Много всяких развлечений. Там для деток площадки. Потом дотопали до фуникулеров. Но решили сейчас в гору не подниматься, потому что еще жарковато. Сейчас пойдем по городу, в магазинчиках походим какие-нибудь, а потом уже сюда и в гору. Еще пещеры тут есть. Сначала туда, потом сюда. Ну так атмосфера очень живая. Все очень спокойненько. Никакой паники, вообще прям релакс. Прям, знаете, это вот ощущение, как вот раньше Турция была, вот все к этому вернулось. То есть вообще прям полноценный отдых. То сейчас иностранцы уже поехали, то есть у нас в отеле и немцы, и англичане, там много иностранцев, не только русские. Мы сейчас затопали на шоппинг-стрит, на главную улицу. Здесь, кстати, попрохладнее. Здесь можно что угодно купить себе. Хочешь сумку Chanel, Dolce Gabbana, все что угодно, духи даже можно взять. Естественно, в этих магазинах это все левое. Ну, некоторые вещи они, кстати, очень хорошо делают, поэтому если кто любит костюмчики с цветными узорами, Calvin Klein и так далее, Welcome, здесь можно себе много чего прикупить. Давайте вот так вот немного, чтобы вам понятно было. Вот он, пляж Клеопатры, вот песчаный. Вот здесь у нас крепость Алании наверху. Вот, а мы сейчас на бульвар Ататюрка свернули, пошли. Здесь есть два классных магазина, де-факто и Вайкики наш любимый. Вот сейчас пойдем туда. Ну и плюс там еще кондей работает, прохладненько. Сначала по магазину, а потом уже пойдем дальше. Как раз уже погодка немножко охладится. Посмотрите, свадьба турецкая сегодня у кого-то. Смотрите, здесь даже есть Макдональдс. Та-ра-та-та-там. После отеля, честно, вообще не хочется Макдак. В отеле столько еды, столько всего вкусного. Проходим мимо. Тут зашли сейчас в первый магазин. Мави, охладиться, потому что здесь так кайф. Кондей работает. Чуть немножко подморились. Зашли без масок, нас попросили одеть маски, поэтому в магазине вход остается в масках. Я пришел к выводу, что в такую жару надо одевать, знаете, не футболки, а майки такие больших размеров, чтобы прям все висело, все продувало. Но что-то здесь не найду ничего такого, чтобы прям легко дышалось, потому что хочется что-нибудь полегче в городе. Что делают мужчины, когда их женщины ходят по магазину? Тихо сидят в стороночке, ждут. Смотрю, на входе, во, прям майка лежит. Беру ее, но она оказалась немножечко коротка. Боюсь, такой по Турции ходить нельзя. Все, отдохнули, охладились, отправляемся дальше. Ну вот на самом деле выходишь, нету жары, не ощущается особо. Вот мы сейчас проходили мимо жандармов. Нет, вообще спокойно мимо них все ходят, без масок, вообще никому ничего не говорят. Я прям даже приостановился с конца там проверить, хотел подснять их, но не стал. Думаю, вдруг это плохо закончится. Кстати, по поводу темы приобретения квартиры в Турции, мы же хотели тогда, уже прям основательно так задались целью, вот. Но пока закрыли границы, нашу цель немножко переориентировались в Москве, вот, и поэтому пока что этот момент отложили, но не в дальнюю такую коробку. Может быть, в каком-то ближайшем будущем еще будем рассматривать. Вот, но пока что приоритеты немножко поменялись и пока отложили. А так, конечно, очень хотелось, очень свежо. А тем свежести летом, конечно, тяжеловато жить, потому что мы в августе приезжаем, и даже вечером, ну, нету прохладного воздуха, к которому мы привыкли в России. Если вечер у тебя в России настал, все, там, жара, не жара, все равно прохладно, особенно на даче. В Турции такого, конечно, нету. Вот, сейчас вот в сентябре уже получше, уже вечером так свежо, хорошо, прям комфортно находиться, нету жары. Но вот летние месяца, такие, да, особенно июль, август, конечно, будет тяжеловато. Поэтому чисто на постоянно ПМЖ. Можно летом, кстати, сдавать, а зимой жить.
Вот так вот. Ну, зимой, осенью. А вот, конечно, сейчас, когда будет слякоть, в октябре в России, я прям вообще с удовольствием бы переехал бы, прям перезимовал бы. Ну, опять же, наверное, это тоже дело привычки, потому что наши знакомые, кто здесь живут, русские семьи уже многие знаем, вот, они вообще, говорят, прям привыкаешь сразу же и все. И, ну, как-то и ритм жизни тоже, там, днем на море, вечером там еще где-то, там, кафе, чего-то, в общем, ко всему привыкаешь. Так, ну вот, наконец дотопали до нашего любимого магазина Waikiki. В общем, что-нибудь типа таких маек надо посмотреть. Знаете, 44 лиры. Ну, буду прямо округлять на 10 нажать, плюс конвертации всякие, да, 440 рублей. Это две майки. Вот такая, 600 рублей. Рюкзачок себе обновлю. Я такой же покупал, много лет прослужил, 1000 рублей примерно стоит. Так, вам по ценам покажу, вы просите иногда цены озвучивать. Вот 990 рублей, 1100. Фуфайка такая, 1100. Ну, может, чуть меньше сейчас в текущем курсе. Ну, в общем, приблизительно, да, буду говорить. Ремни тут, кстати, хорошие. Вот есть там не кожаные по 200 рублей, а есть кожаные вот по 500 рублей. Очень круто носится. Что мы немножко принарядились. Поле платье купили легкое. Папе фуфайку легкую. Ну, так еще рюкзачок по мелочи. Очень красивый, Полечки. Поль, ты прям принцесса такая. Можно это замуж отдавать за папу. В такой майке намного легче, конечно, но есть риск обгореть плечами. Потому что да, конечно, в этой майке прям намного легче дышится, прям идешь, все тело дышит, если только крестик все время вылезает. Да, топали еще на классный магазин де-факто, здесь очень классные шорты можно купить. Снежана купила одни, они оказались маловаты. Сейчас буду еще одни такие побольше покупать, а те отдам кому-нибудь. Теперь я одержим этими майками. Ищу еще варианты. Смотрите, 29 лир, 290 рублей, будем считать. Еще вот такая черная. Смотрите, сколько плавок. По 59 лир, по 590 рублей. Ну, плавки, шорты. Нашопились. Идем дальше. Смотрите, здесь вот такие маленькие улочки мы зашли уже. Идем туда к горе, к склону. Смотрите, сколько здесь магазинов. Ну, такие, которые вот... Купи, называется, что хочу. Но мне не нравится то, что здесь нет цен никогда, и надо торговаться. То есть они могут из головы взять цену, вот ты знаешь, что это примерно там 2 раза можно их уронить. Потом это надо торговаться, там все это не люблю. Раньше это было прикольно, как бы, да. Сейчас эти магазины сетевые пооткрывались, вот, качество тоже хорошее. Но иногда здесь тоже бывают такие интересные вещи. Не брендовые, конечно, так. Поскромнее, но надо искать. Смотрите, какие улочки, и то это все в тыквах сушеных, вот так вот прям целая улица. Мы решили пойти в другую сторону горы, а здесь порт будет. Ни разу сюда не ходили, решили начать с этого места. Смотрите, какая здесь атмосфера на улице. Мороженое можно купить с палкой, знаете, как там это шутит, крутит, вертит. Мидии, пожалуйста. Очень опасно, я бы, наверное, не стал. Что вот у нас порт Алании. Здесь очень много пиратских кораблей. Здесь тоже, смотрите, все живет, все гуляют. Тут мне понравился очень классные домики такие на склоне. Вот. И вон там вот сама крепость. Вот видите, она с одной стороны, с другой. Так вот эту гору все окутывает. Тут, конечно же, зазывают на прогулку морскую. Нас тоже зазывают. Пиратиков. Мы все шли, там было что-то пустовато, как с народом, а здесь тут уже как-то побольше народа, покучнее. Смотрите, кукурузу продаю. Здравствуйте, а сколько стоит кукуруза? Можно вареную, можно жареную, да? How much? 5 лир. 5 лир, да? Да. И вареные, и жареные, да? Да. It's very good price. Что это? А, вот, да, расценки есть. 5 лир, ну, 50 рублей, там чуть меньше даже. Прикольно. Жареный, кстати, очень вкусно кукуруза. Смотрите, отсюда вот всю Аланию практически видно. Там на горе знак, буквы I love Alania. Мы где-то там завтракали, помните, кто смотрел видосы? Турецкий завтрак у нас был там на горе. Мы сейчас дотопали до Red Tower. Такая вот огромная красная башня. Поднимаешься здесь уже, прям видите, прям все Аланию видно, как на ладони практически. Как катапульта. Не надо, Поль, сейчас как улетит. Ложка. О, вон, смотрите, тут даже и купаются люди, ничего себе, пляж есть. Такой подъем каменный. Камни, кстати, скользкие.
И вот мы уже на такую высоту поднялись. Вот так вот прям по камням надо идти. Поль, идешь? А я как человек. Правда, скользкие камни. На такую высоту мы поднялись пешочком. Все здесь бесплатно, никакой вход платить надо. Там вход надо платить только вот за башню, вот за то, чтобы подняться туда. Но мы туда не пошли. Обратно мы уже спустились по дороге. Колоритные места. Домики, кафешки такие встроены прям в домах. Можно на такой экскурсии прокатиться. Смотрите, какой отсюда красивый вид на порт открывается. Чем будете в этих местах, обязательно приходите сюда погулять. Очень здорово. И вот туда наверх поднимитесь, и там такие колоритные домики. Если вы любите такую атмосферу, прям вообще классно. Мы пятером идем, с ними жандармов, все без масок, шестером точнее, все нормально. На нас прям посмотрели, они вообще ничего не говорят, значит все, видите, здесь нормы такие более легкие. Ходи гуляй, ну все вот без масок вообще. То есть, если хотите привезти родным и близким в подарок чай, кофе, вот здесь в этом магазине ЧОП надо все покупать. Пришел. Давайте по ценам немножко покажу, 1,5-литровая кола 50 рублей. Эти огурцы здесь 6, помидоры 6, ну то есть это 60 рублей. Яблоки 130 рублей, а это другие яблоки по 30 рублей. Груши по 40 рублей, лимоны по 90, ну что-то дорого, какие-то мини-лимоны. Лук 1 рубль, ой, 10 рублей точнее. Картошка, по-моему, тоже у них, да, ну, почти 20 рублей за килограмм. Эти яйца за 3 десятка 160 рублей. Точнее, не 3 десятка, а 15 штук у них идет в коробке. В общем, вот так вам покажу. Сейчас ставьте на паузу, умножайте на 10. Чай, смотрите, 230 рублей, 500 грамм, 220, 370 это за килограмм чая. Вот это очень классно, с бергамотом 140 рублей. Такой вот берите в подарочек, видите. И вот так вот вам еще, может, кто захочет нажать на паузу, прицениться, там щетки, пасты, все перечислять не буду. Масло оливковое, смотрите, 2 литра, 570 рублей. Это еще есть аналогичный магазин Мигрос, Мигрос Джет. Они маленькие. Мы сейчас взяли, ребят взяли чай в подарок. Я чуть сонул подзарядиться, что-то проголодался. Детка мороженка там купили. Эти раритетные майки Металлика. А сидите. Так вот сейчас уже мало где купишь. А здесь есть. И вот цены, кстати, 5 евро майки, 10 евро джинсы, поло по 5 евро. Я думаю, что можно торгануться. Рубашки по 7. Мне сейчас что-то только Жанна сказала, что в Турции вообще сняли ограничения, что на улицах маски не нужны. Ну, мы проверили зато перед полицией, чтобы достоверная информация была. Далее круголяться вокруг горы и пришли опять к фуникулерам. Мы пришли обратно к парку. О, как раз вечерняя атмосфера, вам покажите, сейчас все подсвечивать начинается, подсвечивается все. Мидии, опять же, кто любит. Семиты турецкие, бублики очень, кстати, вкусные, стоит недорого, 2 лиры из семит. Такие очень часто в отелях лежат. Если вы в отеле живете, вы можете запастись перед выездом. Воду обязательно берите прямо в отеле. И можно лепешек всяких взять, семитов, пиццу, пиде, без разницы. С собой можете брать. Бюджетом не обладаете, чтобы здесь перекусить. Все берите с собой из отеля все, что хотите. Фуникулеры становятся более актуальными. Даже небольшая чередишка появилась. То есть билет для взрослых 39 лир туда и обратно. Для детей 26. До 11 часов работать, здесь уже обязательно маски надо. Смотрите, как вот обрабатывают кабину. Люди выходят, кабина подъезжает. И антисептик автоматически. Сейчас. Здорово. Вот так вот, дезинфекция.
поднялись. Жалко, мы очень жалко пропустили закат. Очень красиво здесь на закате, и пляж Клеопатры на закате просто потрясающий. Видите, как мы высоко, там внизу Алания осталась, и мы были тоже где-то вон там внизу, далеко-далеко. Здесь по такой светящей тропинке вверх пойдем. Ну, кстати, хорошо, сейчас уже прохладно, не жарко абсолютно. Если мы сразу туда пошли, здесь было бы очень жарко. Вот там мы внизу были. Теперь мы здесь, наверху. С этой крепости Алании вот можно в одну сторону смотреть на Аланию и в другую сторону. Здесь у нас дальше мечеть. Сюда мы, кстати, еще ни разу не приходили. Вот хорошо, что у нас получается предыдущее видео, когда мы здесь днем были, а сейчас когда вечером. Сможете оценить дневное и вечернее время. Тут вот фото Алании в 1915 году, 1930. То, что 1930, смотрите, это вот здесь вот сейчас все в постройках, вообще все. А тогда ничего не было в 30-м году. Здесь у нас, смотрите, базар ночной. Магазинчики, кафешка присесть можно тут. Слушайте, ну вечером тут класс, конечно. Нет жары. Но днем красивее, конечно, виды. На Аланию красивее. А это у нас вид на Аланию со стороны Клеопатры. Вечерний. А это уже вид на саму Аланию с другой стороны. Сама крепость в ночное время как выглядит с подсветкой. Мы уже вернулись в отель. Сейчас покажу вам немножко по ресторану, какие правила. Ну и также скажу, что работает все, бассейны работают, еда работает, кушать можно. По шоу-программе все работают, мини-клубы, все работает, спортплощадки тоже, фитнес-центр, все работает, бани, хамамы, там уже тоже были. Все работает без записи. Столы все протираются, ответственные приборы, все визуально по упаковочкам, музыка играет, музыканты. Мы еще успели на ужин сейчас кушать. Хотели остаться там, но решили сюда приехать 10 минут, мы уже дома. На улице, смотрите, ленточка вам накладывают. Да, здесь тоже накладывают. Здесь внутри в ресторане тоже ленточка вам накладывают. И здесь ленточка вам накладывают. Но здесь без стекла, а с другой стороны есть стекло. И вот в этом отеле, не знаю, представления какие-то пошли в 10 часов, когда заканчивается основной завтрак, в 10 часов утра начинается поздний завтрак. Здесь можно ходить самим и все накладывать. То есть этих ленточек нет, а персонал тоже так, ну как бы стоит, тут и все ходят, и все набирают сами каждый день. Не знаю, что это послабление именно этого отеля или еще что-то. Ну, действительно, в это время уже народу мало, то есть там единицы ходят, как сейчас, к примеру. Вот, ну, все можно сами брать. Ну, а так все как и было. По классике уже вам кладут, это уже стало классикой. Вам накладывают. Показывают, что здесь все удобно, все близко видно. Обзоры будут, как всегда, вы все увидите. Да, и, конечно же, мини-диско тоже все есть. Все на улице здесь проходит. Давайте немного вам атмосферы, как всегда. Живая музыка каждый вечер. Кстати, если что, это ужин. Здесь же концерт. Все будет видос, это очень интересно. Но белые розы у всех на глазах.
что, друзья, спасибо, кто провел денек с нами. Заряжайте, не жалейте, постоянно включайте на отдых мелочей. Огромное вам всем удачи, да, друзья, с вкусняшками, солнцем, морем, позитивными эмоциями. Огромное вам всем удачи и пока. Пойдем сейчас ее возьмем покушать, пока еще не закрылась. И скоро будут все остальные видосы. Все в плейлисте, прям подписывайтесь, в плейлист заходите. Ну, как всегда, вы знаете, все видосики будут на порядке выходить. И всем приятного аппетита, кстати, вкусняшки. Все вкусняшки поснимал, питание очень классное, очень вкусно. Ладно, все, выключаю камеру.